Пока у нас с вами начинается рабочая неделя, у одного человека начинаются рабочие 4 года. Сегодня Дональд Трамп возвращается в кресло президента США. Передача власти с большой помпой состоится этим вечером. Сегодня вспомним, почему Трамп вообще смог стать президентом и выиграть эти выборы, и обсудим, что будет дальше. Когда ждать обещанные переговоры Украины с Россией с участием Трампа, и как скоро состоится аннексия Канады. Так откуда снова взялся Трамп? Неужели Америка посмотрела на его прошлый срок и захотела еще? Если вкратце, то да. Победа Трампа случилась не из-за какой-то конкретной демографической группы. Трамп увеличил свои проценты практически среди всех категорий граждан. Выделяет его тот факт, что Трамп значительно лучше выступил для молодых темнокожих мужчин и молодых мужчин-латиносов. Раньше именно на молодых избирателей опиралась Демократическая партия. Теперь же все изменилось. Наиболее либеральный электорат – это люди средних лет, а среди молодежи растет доля консерваторов и республиканцев. Не последнюю роль здесь играет интернет, в котором в последние годы цветет и развивается правый контент, начиная с подкастов и YouTube-каналов и заканчивая новым бесцензурным твиттером Илона Маска. В потере электората есть заслуга и самих демократов, а точнее Джо Байдена. У него немало достижений на посту президента, экономика при нем вышла из кризиса и растет здоровыми темпами, но при Байдене выросла инфляция, а это перечеркивает все. Избиратели в Соединенных Штатах голосуют кошельком, ну а на этих выборах так вообще. И обращают внимание не на фактическое экономическое состояние, а на то, как оно ощущается. Цены в магазинах выросли, значит плохо, и президента надо бы поменять. А то, что в реальности зарплаты в Америке в постковидные годы растут быстрее, чем цены, то есть, что у американцев доходов стало больше, это уже вопрос отдельный. Ведь ощущается-то все наоборот. Цифры на ценниках зловеще увеличиваются, далеко не все почувствовали рост зарплат, отсюда и недовольство. Свою роль сыграл и человеческий фактор. Публичное поведение Байдена только подчеркнуло его возраст и слабость. Опять же, в политике имидж все, а Байден просто не выглядел крутым и свежим. Трамп тоже, конечно, дед, и в его речах бывает сложно разобраться. Но говорит он энергично, придумывает соперникам смешные прозвища и яростно ругается на весь мир. А еще в него стреляли, и, к счастью, он выжил и даже не пострадал, и получилась классная фотография. В итоге Трамп просто выглядел более круто и даже по-геройски. А еще некоторым нейтральным избирателям поднадоело такое агрессивное толкание левой повестки, которой грешили в последнее время демократы. И это тоже привело к тому, что нейтралы больше голосовали за Трампа. Да, финальным оппонентом Трампа в итоге был не Байден, а вице-президентка Камала Харрис. Она провела вполне достойную кампанию, особенно учитывая, что на все про все у нее было 100 дней, а не 2 года, как обычно, на президентских выборах в США. В итоге Харрис оказалась не так уж далека от победы, но за второе место в президентской гонке приз не предусмотрен. В результате правый поворот Америки нашел выражение в реальности еще до инаугурации Трампа. Американские корпорации начинают отказываться от самоцензуры в рамках прогрессивности и инклюзивности. Например, корпорация Meta, которая владеет Фейсбуком, объявила об ослаблении своей модерационной политики. Что уж говорить о Твиттере. Корпоративный мир США видит, куда дует политический ветер, и больше не будет помогать либералам продвигать свою повестку. Хорошо это или плохо, зависит от ваших личных убеждений, но это в любом случае так. Итак, американские избиратели показали, что хотят больше свободы слова и устали от эксцессов Демпартии. Бизнес показал, что готов быстро перестроиться на новый лад. Этот маятник, конечно, когда-нибудь качнется обратно, но через 2 года или через 10 мы не знаем. Зависит это в том числе от того, каким президентом будет Дональд Трамп. И есть основания полагать, что его первый и нынешние сроки будут сильно отличаться. Как минимум в этот раз драмы и скандалов, как во время первого президентства Трампа, будет поменьше. Ведь оппозиции президенту внутри его собственной партии не будет. 8 лет назад видные спикеры из республиканской партии часто выступали с осуждением Трампа и его методов. Тогда сенаторами были такие значимые фигуры, как, например, Джон Маккейн или Митт Ромни. В Америке таких называют мавериками. Это известные и влиятельные политики, которые часто идут наперекор линии своей партии. Теперь мавериков не осталось. Вся партия присягнула на верность Трампу. Он абсолютный лидер для консервативных избирателей. И выступать сейчас против него значит сильно рисковать собственной политической карьерой, что политики делать очень не любят.
Конечно, демократы продолжат критиковать Трампа и бить тревогу, и часто будут правы. Но среди них уже наблюдается усталость и отрешенность. Наводить шороху в таком состоянии будет сложнее. В конце концов, Трамп 10 лет в американской политике. Все плюс-минус понимают, чего от него ожидать. Да, сказал там очередную дичь на пресс-конференции, типа того, что все французы полиаморы, а гепатит можно вылечить корой дуба. Ну и что? Это ж Трамп. Причем примерно так реагируют и избиратели. Мы видим это по результатам выборов. Если посмотреть на цифры, победа Трампа была не то чтобы прям сокрушительная. Трамп обогнал Харрис на 2 миллиона голосов. То есть 1,5% голосов по всей стране. С тем, что это реальная победа, никто не спорит, но это не прям разнос по всем фронтам. Однако цифры в данном случае не так уж и важны, важна атмосфера. А атмосфера такая, что Трамп выиграл, всюду этим хвастается, и демократы покорно принимают поражение. Так еще и Сенат с Палаты представителей взяла республиканская партия, но и в Верховном суде большинство у консерваторов. То есть мешать Трампу не будет примерно никто. Конечно, большинство в Конгрессе у республиканцев хлипкое, и на ближайших промежуточных выборах их наверняка разнесут. Так всегда бывает с партией президента. Но ближайшие 2 года будут временем императора Трампа. И, кстати, все его кандидаты в министры, скорее всего, будут одобрены. Даже самые скандальные, вроде телеведущего Fox News на пост министра обороны или антиваксера Роберта Кеннеди-младшего на пост министра здравоохранения. Что же Трамп будет делать в свой новый срок? Он по-прежнему жестко сосредоточен на проблеме нелегальной миграции. 8 лет назад Трамп с первых же дней кампании обещал построить стену, которая обязательно всех мигрантов остановит на границе с Мексикой. Причем платить за стену должна была Мексика. В итоге возвели небольшую секцию в несколько километров, куда Трамп приезжал торжественно фотографироваться. Никаких счетов Мексики выставлять даже не пытались. В этот же раз Трамп хочет действовать более активно, устраивать на нелегальных мигрантов рейды. Первые такие мероприятия новая администрация планирует провести прямо завтра в Чикаго. Американские силовики рейды и так периодически проводят, но тут будет больше людей и, конечно же, внимание прессы. Насколько все это будет эффективно в реальности, не ясно, но политически это ровно то, чего ключевые сторонники Трампа от него ждут. Также, как вы можете помнить по нашему недавнему ролику о Гренландии, Трамп в этот раз резко озаботился так называемым «Manifest Destiny» или предопределением судьбы. Так называют экспансионную политику США, благодаря которой Штаты имеют протяженность от океана до океана. Звание 3-й по размеру страны в мире для Трампа, видимо, недостаточно круто. И он со своими сторонниками прилюдно рассуждает о присоединении Канады и Гренландии, а также о восстановлении контроля над Панамским каналом. Насколько это все серьезно? Конечно, реальной аннексии едва ли стоит ожидать. Гренландцы и канадцы быть частью США не хотят, а начинать реальную войну против союзников по НАТО – безумие. Даже если Трамп отдаст такой приказ, его, скорее всего, остановят его же генералы. Как в 2021 году, когда после попытки Трампа сохранить власть и штурма Капитолия, страной 2 недели фактически правили лидеры Конгресса и Генштаб. Однако это не значит, что Трамп не применит других методов, даже если они очевидно провальные. Он уже пообещал наложить на канадские и датские товары запретительные пошлины аж в 25%. Лидеры Канады и Дании воспринимают угрозу всерьез, ведь они уже знают, Трамп реально способен на резкие шаги. Конечно же, ударят такие меры в первую очередь по самой Америке. Канадские компании переложат стоимость пошлин на американских импортеров, а те, в свою очередь, повысят цены для потребителей. И Трамп окажется в ситуации, сопоставимой с той, в которую угодил его предшественник. Еще забавнее то, что США импортируют довольно много канадской нефти. Если Трамп повысит тарифы и на нее, а он планирует, то в Америке снова подорожает бензин. За дорогой бензин американцы тоже сильно злились на Байдена. Короче, тарифы – это палки себе в политические колеса. Впрочем, не стоит забывать, что это 2-й срок Трампа, то есть он в любом случае последний. Переизбираться ему не надо, судьба республиканской партии его на самом деле мало заботит, поэтому руки у него, в общем-то, развязаны. А что новый срок Трампа будет значить для нас, россиян? Тут, в принципе, важен только один вопрос. Состоятся ли переговоры об окончании войны с Украиной? И если да, то как скоро? А тут, да кто его знает? Во время прошлого срока Трампа ходили слухи, что у Путина на него компромат, а значит, Трамп все будет делать по путинской указке. Но, конечно, все далеко не так просто. Во время предвыборной кампании Трамп обещал завершить войну за 1 день, сразу после избрания. Но сейчас эти слова и он, и его советники берут назад.
Теперь обещают разобраться за 100 дней, да и то не факт. Реальных вариантов развития событий, кажется, может быть два. Первый основывается на том соображении, что когда речь идет о Дональде Трампе, не стоит недооценивать важность пиара. Новому президенту нужно показать, что он гениальный бизнесмен, великолепный политик, сам порешает все проблемы и на каждое достижение навесит свое имя. Естественно, ему захочется заключить сделку с Путиным, ведь если Трамп восстановит мир в Украине, он будет считаться величайшим дипломатом и войдет в учебники истории, может быть, даже получит Нобелевскую премию мира. Но сделка должна быть хорошей для Америки и Украины, иначе пиара не выйдет. Соответственно, Трамп будет выбивать из Путина уступки для Украины. Очевидный сценарий уступок – тот, в котором предусмотрен обмен территориями, для чего Украина, видимо, удерживает сейчас часть Курской области. Могут быть и другие условия. Например, советники Трампа очень хотят свалить побольше ответственности на европейцев, вплоть до миротворцев ЕС вдоль линии фронта. Но возможен второй вариант. Договориться с Путиным не получится. Ведь того сейчас, в принципе, все устраивает. Война идет, терпимо, армия кое-как продвигается, внутри страны 0 угроз, он сам очень рад и доволен, явно получает от происходящего искреннее удовольствие. Антивоенная часть общества задавлена. Экономике, в конце концов, осталось не прям 2-3 дня, она еще кое-как держится. Поэтому Путин может и не захотеть устраивать договорничок, а просто продолжить делать то, что делал. Трампу с его желанием достигнуть величия это явно не понравится. И тогда, несмотря на все прежние заявления, он продолжит поддерживать Украину, а то и увеличит поддержку. Конгресс препятствий чинить не станет, республиканцы Трампа слушаются. В случае чего президент просто проведет помощь Украине голосами демократов. Те и так не против. Трамп ведет себя хаотично и иррационально. Обиды на недоговороспособного Путина будет достаточно, чтобы президент США поменял позицию на 180 градусов и стал топить за Украину. И вот этот момент, пожалуй, для нас самый важный, потому что именно этого не понимают в Кремле. Реальность состоит в том, что Трамп очень легко относится к своим обещаниям и планам, а кремлевским вообще-то еще и ничего не обещал. Трамп может сколько угодно симулировать буйнопомешанного, но он находится внутри американской системы и работает в ее интересах. И вот это в голову Путина просто не помещается. Все, о чем я рассказал в этом видео, начнется только тогда, когда Трамп вступит в должность. Церемония инаугурации президента, наверное, самая пафосная и красочная американская политическая традиция. Она состоится сегодня, 20 января, в полдень по вашингтонскому времени, то есть в 8 вечера по Москве. В этот раз инаугурация будет необычной. Традиционно она проходила на балконе западного фасада Капитолия. Впереди трибуна для выступлений, на фоне сидят почетные гости, а перед зданием на лугу за всем этим смотрит огромное количество зрителей. Но в Вашингтоне случились январские морозы. Температура воздуха в американской столице сегодня невообразимые для них -5 по Цельсию. Солнечно. Американцы к холодам действительно не привыкли, и поэтому инаугурацию решили перенести в помещение ротонды Капитолия, чтобы никто не замерз. Так объявил Трамп. Публики будет, конечно, поменьше, но торжественность мероприятия должна остаться на уровне. Если захотите посмотреть инаугурацию, то точно можно будет сделать это на Ютубе. Многие американские каналы будут вести прямую трансляцию. Начнется она в 19:30 по Москве. За несколько минут до 20 часов по Москве присягу принесет будущий вице-президент Джей Ди Венс. А ровно в 8 часов по Москве и в 12 дня по Вашингтону сам Дональд Трамп. После чего произнесет речь. И следить за этим событием будут, вероятно, не только в США. Ведь это интересно – наблюдать за традициями настоящей демократии. До завтра!